Его надо заполнить. Украина управляется коллективным Западом. Экс-депутаты Рады рассказывают, кто на самом деле управляет Украиной. Не З управляет Украиной, а США. Вашингтон официально подтвердил факт внешнего управления Украиной. Пропагандистские СМИ начали вбрасывать такие сюжеты в наши головы давно, с начала 2014 года. И мне было самому интересно разобраться, насколько этот тезис соответствует реальности. И, к удивлению для меня, я могу сказать следующее. Влияние США на Украину есть. Но не все так однозначно. Перед просмотром предупреждаю, досмотрите это видео до конца, иначе вы увидите только однобокую картину. $230 миллиардов. 230 миллиардов скачиваний приложений было в прошлом году. За 5 лет просто безумный рост. Вы даже не замечаете, как юзаете по 10 приложений в день. И сейчас я расскажу вам, как создавать мобильные приложения, даже если вы гуманитарий. Потому что вам не потребуется писать ни единой строчки кода. Чего? Ответ прост. Zero Coding. Вы все знаете, что мобильные разработчики зарабатывают буквально сотни тысяч рублей, а над приложухами усердно трудится целая рота девелоперов. И это не просто так. Освоить классическое программирование сложно, долго и дорого. Чтобы стать программистом, нужно хорошо знать математику и алгоритмы, разбираться, как работают операционные системы и железо компьютера. Но вы можете научиться собирать мобильные приложения без написания кода. Сейчас существуют конструкторы, позволяющие это сделать. Как помните, лет 15 назад нужны были серьезные навыки, чтобы создать веб-сайт, а сейчас многие пользуются конструкторами Wix и Tilda. Такая же трансформация происходит и с мобилками. Узнать об этом можно на бесплатном онлайн-марафоне. Там будет обзор инструментов зерокодинга, разбор реальных заказов, сборка простого мобильного приложения. Эти и многие другие ответы будут на марафоне. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Самое популярное свидетельство влияния США на украинскую политику было получено в ходе Евромайдана. Сначала немного истории. С 2007 года с украинской стороны зазвучали тезисы о выборе европейского вектора развития. Это говорил Ющенко, это говорил Янукович. И 28 ноября 2013 года в Вильнюсе должно было состояться подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но за неделю до этого, 21 ноября, правительство Украины сообщило, что отказывается от подписания соглашений и решило возобновить диалог с Россией. После чего на улицы вышел народ. Мы сейчас не углубляемся в разбор Майдана. Началась движуха, люди начали меняться. И вот это изменение людей во власти Украины обсуждала США. Существует запись частного разговора помощника госсекретаря Виктории Нуланд и американского посла в Украине Джеффри Пайетта. В разговоре они обсуждали состав желаемого правительства Украины. Ну, например, что Кличко и Тягнебока в правительство не возьмем, а Яценюк кажется нормальным перцем. So, I don't think Клич should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. We want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tynybok and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tynybok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. В целом, в реальности все так и произошло.
Первое правительство было сформировано во главе с Яценюком, Кличко отдали роль мэра Киева, а Тягнебок не оказался в госуправлении, хотя вот 3 его сопартийца туда попали. Заканчивается разговор мыслью, что для решения вопросов им необходим тогдашний вице-президент, а ныне просто президент Джо Байден. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deeds to stick. So Okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks. Если у вас вопросы, при чем тут вообще Байден, так он в то время курировал украинское направление. Дальше вы помните, правительство сменилось, Янукович убежал в Ростов, президентом стал Порошенко, соглашение с ЕС было все-таки подписано. Может показаться, что с 2014 года все элиты Украины резко стали прозападными и начали отворачиваться от России, но на самом деле все сложнее. Пророссийские силы за один Евромайдан никуда не делись. Да, их концентрация стала ниже. Но в действительности на одной территории сформировались 3 силы интересантов. Прозападные, местные и пророссийские. И вот эти силы между собой ссорились, договаривались, угрожали и шантажировали. Короче, обычные политические будни. А так как нас в этом выпуске в первую очередь интересует американское влияние, то сейчас будет увлекательная история про президента, замеченного в коррупции, патронаже своих родственников и шантаже. Да, дорогие мои, пришла пора узнать и о второй стороне медали. Light will win over darkness. Thank you. Наша история начинается с украинского олигарха Николая Злачевского, который в 2002 году основал крупную нефтегазовую компанию «Бурисма Холдинг», которая работает до сих пор. Также он, совершенно внезапно, был соратником Януковича. Да и вообще занимал высокие правительственные посты. Был министром по экологии, что удачно совпадало с интересами его бизнеса. И, конечно же, министр Злачевский помогал предпринимателю Злачевскому с получением лицензий. Но тут произошел Евромайдан, привычная крыша улетела в Ростов, появились новые силы, с которыми нужно было договариваться. И что делает Злачевский? Пытается выстроить отношения с будущим главой правительства Яценюком или президентом Порошенко? Нет. В этой неразберихе, а я напоминаю, что у нас на календаре февраль-май 2014-го, в этой неразберихе Злачевский поступает более прагматично. Он нанимает в совет директоров Хантера Байдена. Да, сын текущего президента США Джозефа Байдена используется как заградительный оберег от ненастий. Вы, возможно, слышали о Хантере после слитых личных фото с его же ноутбука перед последними выборами американского президента, но приватные фоточки — это только часть, притом не столь важная. Самое важное — это найденная переписка Хантера и представителей Бурисмы, которые мы покажем чуть дальше. Материалы ноутбука оказались настоящей бомбой в американском информационном пространстве. Там развернулась целая кампания по спасению имиджа семьи Байденов и обвинения Трампа, смещая фокус внимания с коррупционной составляющей. Так вот, Хантер в мае 2014-го занимает пост в совете директоров украинской нефтегазовой компании. Сын американского вице-президента, который не имеет опыта в химпроме, становится оберегом от возможных потрясений со стороны новой власти. За такую нестандартную работу ему платили по 50 тысяч зеленых в месяц. К слову, в качестве криптонита от новых властей в совет директоров был еще приглашен бывший президент Польши, практически сразу после начала движухи в январе 2014-го. А с Хантером Байденом пришел некий Девон Арчер, он нам понадобится попозже. А теперь вот вообще приколюха. То, что вы видите на экране, это веб-сайт Бурисмы Холдингс, но не сейчас. Так он выглядел в 2015 году. Вы смотрите на скрин из веб-архива. А если сейчас вбить burisma.com, то там происходит редирект на сайт с названием Best Ride USA, то есть лучшая поездка в США.
Админ сайта определенно передает нам какие-то сигналы, и к концу ролика вы поймете, какие. На самом деле все куда серьезнее. Дело в том, что после Евромайдана Запад и США педалировали тему борьбы с коррупцией, создавали всякие НКО на территории Украины. А тут вот такая ситуевина. Неудобно вышло. Об этом событии даже в Сенате США выходил целый доклад под названием «Хантер Байден, Бурисма и коррупция», в котором прямо-таки описывалось. 16 апреля 2014 вице-президент Байден в Белом доме встретился с тем самым Девон Арчером, бизнес-партнером Хантера. Через 5 дней, 21 апреля, вице-президент Байден посетил Украину. На следующий день, 22 апреля, Девон Арчер вступил в совет директоров Бурисмы, а через 14 дней, 12 мая, директором стал и сам Хантер Байден. Эти два гаврика получили миллионы долларов от коррумпированного олигарха. В этом докладе вообще очень много темных делишек Хантера, а заканчивается все заключением, что почему-то все молчат и ничего не делают. Тут еще можно долго застрять на борьбе демократов и республиканцев, но мы вернемся к нашей теме выпуска. И мы переходим ко второму акту – противостоянию между элитами США и уже местными украинскими. Пока все эти ребята договариваются о деньгах и власти, у меня тоже есть к вам выгодное предложение, от которого невозможно отказаться. Ну, правда, когда вам еще предложат обучаться английскому языку со скидкой до 55%. Я не первый раз рекламирую Skyeng, но сейчас они запустили промо-акцию, где принять участие могут не только новые пользователи, но и уже действующие ученики. Так что да, если вы уже учились со Skyeng, но забили, то вот это для вас настоящий знак. Более того, в Черную пятницу они приготовили целый шабаш подарков. Бьюти-боксы от Флакона, но тут надо торопиться, боксов всего 300 штук. Розыгрыш 1 миллион рублей на обучение. Ну и, конечно, скидка 55% по промокоду Black Friday, который действует как для взрослых, так и для детей. Переходите по ссылке в описании, таких предложений больше не будет. Now, this story involves three main players: Joe Biden, his son Hunter, and a man who was the top prosecutor in Ukraine named Viktor Shokin. Итак, напоминаю мизансцену. После Евромайдана Николай Злочевский, олигарх и соратник Януковича, привлек в свою фирму Бурисма Хантера Байдена и Девона Арчера, чтобы они защищали от возможных вопросов новосформированного украинского правительства. А вопросы появились у генпрокурора Виктора Шокина. Господин Шокин открыл несколько уголовных дел против Бурисмы. Но не надо думать, что Шокин в этой истории дядя Степа. Мы тут с вами политику обсуждаем, поэтому не забудьте после выпуска хорошенько помыть руки. Шокин был человеком Порошенко, и по одной из версий он хотел просто получить шекелей. Уважаемые Хантер и Девон, как уже неоднократно отмечалось ранее, представители новых властей, пришедших к власти, довольно агрессивно нападают на НЗ с целью получить от него деньги. В случае отказа от сотрудничества, то есть предоставления денег, газодобывающий бизнес НЗ будет остановлен, уничтожен и так далее. Изначально к нам пришло МВД и представители партии «Свобода». Важно отметить, что партия «Свобода» представлена в правительстве генеральным прокурором и министром экологии и природных ресурсов Украины. Нам срочно хотелось бы услышать, как вы могли бы использовать свое влияние, чтобы передать сообщения, сигналы и так далее, чтобы остановить то, что мы считаем политически мотивированными действиями. Это письмо Вадима Пожарского, представителя Бурисмы, найденное в ноутбуке Хантера. Советую вам сейчас не искать хороших и плохих людей. Это не «Властелин колец», тут все немного орки и немного эльфы. Смысл в том, что местный генпрокурор начал создавать Бурисме проблемы. В ответ на эти проблемы Хантер позвал своего батю порешать вопросики. Тут появляется батя. Значит так, Петя. У меня на столе лежит указ о выделении $1 миллиарда в качестве экономической помощи Украине, но мне надо, чтобы ты уволил генерального прокурора. Иначе хрен вам, а $1 миллиард.
Да, вам сейчас кажется, что это просто невероятно для президента США, но... Assuming that there is a new government and a new prosecutor general, I am prepared to do a public signing of the commitment for the $1 billion. And despite of the fact that we didn't have any corruption charges, don't have any information about he doing something wrong, I especially ask him to resign. Congratulations on installing the new prosecutor general. It's going to be critical for him to work quickly to repair the damage Shokin did. And I'm a man of my word. And that now that the new prosecutor general's in place, we're ready to move forward in signing that new $1 billion loan guarantee. Наиболее матерые зрители скажут: так эти записи предоставил Андрей Деркач, которого раньше обвиняли в связи с Россией, а сейчас его вообще Украина объявила в розыск. Все так. Но я напоминаю, что тут нет плохих и хороших. Все участники этого выпуска корыстолюбивые и властолюбивые коррупционеры. Мы же смотрим только на факты. И факт в том, что Джо Байден, хоть в основном и пытался спасти репутацию своей семьи, но вместе с этим выступил крышей для украинского олигарха, который дал взятку его сыну. А для исправления ситуации Байден шантажом повлиял на президента Украины, чтобы в итоге генпрокурора сняли. А вы думали, только вас можно шантажировать компроматом? Президенты тоже обычные люди. А самое забавное то, что Байден признался публично. We're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority, you're not the president. The president said, I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion, I'm going to be leaving here, and I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Да, все вот так просто. Хоть Байден и напутал чуть даты, Шохина уволили не через 6 часов, а через 6 месяцев. Но вице-президент США фактически признался в том, что он шантажировал президента целой страны, а зрители просто смеются над забористым Well, son of a bitch. И естественно, что когда антикоррупционное бюро будет работать, то мы понятно, что будем фактически со всеми в не очень хороших отношениях. Тут можно много еще про что рассказать. Про то, как уже Трамп пытался надавить на Зеленского, чтобы расследовали кейс Байдена и Бурисмы с целью, естественно, очернить конкурентов в президенты. My son has not made money. Но мы отвечаем на вопрос, есть ли влияние США на Украину. К этому моменту у нас уже есть запись Виктории Нуланд и целый разобранный кейс Байденов-Бурисмы. Сейчас я предлагаю послушать, что говорил украинский политик Дмитрий Спивак. Мы в той или иной степени находились под относительным таким влиянием внешним. И был период, с тобой соглашусь, когда это влияние было со стороны Москвы. Бесспорная ситуация. Но почему, с одной стороны, ты настолько рьяно, негативно говоришь об аспектах влияния со стороны России по отношению к Украине, и делаешь вид, что ты вообще не замечаешь просто тотального, фундаментального, системного внешнего управления, которое сегодня осуществляет над нами Соединенные Штаты Америки. Тут важно отметить, что Спивака некоторые украинские СМИ разместили на разные доски позора из-за того, что он недостаточно критикует Путина, много критикует текущую власть и частенько захаживал на пророссийские каналы, которые недавно были заблокированы указом президента Украины. Но нам важен вот этот кусок. Я могу
могу тебе сейчас просто взять и перечислить фамилии высокопоставленных агентов влияния различных транснациональных корпораций, западных спецслужб, посольства Соединенных Штатов Америки и так далее. Ну, поехали, понеслась. Давай. Да, Ереська, Гонтарева, Абрамявичус, Лещенко, значит, там бывший премьер-министр Гончарук и так далее, и так далее. Это люди все с двойными гражданствами, устроенные на руководящие роли. Более того, значит, все наблюдательные советы, Дим, это медицинский факт, это не Спивак придумал. Все наблюдательные советы всех наших государственных монополий, это граждане Украины. И как ты понимаешь, это не водители трамваев, да, и не слесари. Это агенты различных спецслужб, которые сегодня контролируют, что такое наблюдательные советы монополий. Это контроль за финансово-экономической политической деятельностью государства. Далее. Я же сейчас фактаж говорю, но не секрет же, что да, G7, посольство Соединенных Штатов Америки, ну просто тупо не дают там уволить, например, Сытника. Ну они говорят, нет, наш парень, все, крапка. Кто такой этот ваш Сытник? Значит, смотрите. После Евромайдана и подписания соглашений об ассоциации с Евросоюзом, одним из требований стало создание независимых организаций по борьбе с коррупцией. Помните доклад Сената по кейсу Байдена? Что очень странно выходит, что с одной стороны мы форсим борьбу с коррупцией, а с другой стороны кейс Байдена-Бурисмы. Одна из таких организаций – Национальное антикоррупционное бюро, сокращенно НАБУ. И вы уже видели скрин их сайта, ведь именно они объявили пророссийского депутата в розыск, и сейчас вы поймете почему. Как проявляется независимость НАБУ? Руководителя и детективов избирают на открытом конкурсе при поддержке США и ЕС. Во главе поставили того самого Артема Сытника. И тут начались войны трех сил – западной, российской и украинской. НАБУ задержали сына министра МВД Украины. Генпрокуратура задержала агентов НАБУ, которые работали под прикрытием. А генпрокурор заявил, что директор бюро Артем Сытник не справился со своими обязанностями. Кстати, это уже не Шокин из кейса Байдена-Бурисмы, а его сменщик Юрий Луценко. В конечном счете, местные силы пытались сместить Сытника несколько раз. Но дело в том, что его никто из местных властей не может уволить по своему желанию. Орган-то независимый. В 2017-м в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволял бы увольнять Сытника парламентом. Но тут на защиту пришел уже не Байден, а Кристин Лагард, глава МВФ. Мы призываем украинскую власть страны сохранить независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Увольнение отложилось, но попытки не стихали. В 2019-м украинский суд признал Сытника коррупционером, и в 2020-м зарегистрировали еще два законопроекта, которые добавляли причины для увольнения – коррупционное правонарушение. Но тут опять на защиту приходит МВФ. Они пишут письмо в офис президента, намекая, что не трожьте наше НАБУ, а то не получите денег. Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателей являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы сотрудничества МВФ с Украиной. Похожее мы видели уже от Байдена, который шантажировал невыделением кредита на $1 миллиард. Но даже в последнее время украинская элита не сдается, и в конце 2021 года суд выпустил заявление с желанием разобраться, а является ли Сытник иностранным спецагентом США. Поймите меня правильно, может показаться, что я топлю за то, что НАБУ – агент Запада и захватывает страну. Нет. Я уверен, что НАБУ раскрыла множество дел и сэкономила бюджету миллионы гривен. Но я также уверен, что этот орган может использоваться Западом для исполнения своей воли, в том числе ослабления пророссийских элит на территории Украины.
В российском информационном поле существует пропагандистский штамм, марионетки Запада и центры принятия решений. Этот обобщающий и сильно упрощающий ярлык рисует образы негативные для обывателя. Ну, мол, вот ими там теперь англосаксы управляют, и они вот думают, как уничтожить российскую нацию. В этом видео мы подняли всю компрометирующую грязь, которую смогли найти. И что же в итоге мы обнаружили? Есть ли влияние США на Украину? Безусловно, есть. Но, во-первых, так уж устроен мир, что крупные государства типа США, Китая и России свое влияние распространяют за пределы своей страны. Даже в той же записи поэт выражает опасения действиями России. I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. Из недавней нашей истории можем вспомнить, как в 2020-м, в момент крупномасштабных протестов в Беларуси из-за фальсификации выборов, Россия выделила кредит Лукашенко на $1,5 миллиарда. И мы ж тут не говорим, что Лукашенко марионетка Путина. Наоборот, чаще о нем говорят как о хитреце, сидящем на двух стульях. Лукашенко эти деньги помогли удержаться у власти. Он также реализовывал свои интересы. Или вот недавно Россия еще раз кредитнет Беларусь на $1,5 миллиарда. Вряд ли за красивые усы. Во-вторых, влияние США не абсолютное, оно периодически встречает сопротивление. Вот посмотрите. Поэт указывает, что нужно привлечь еще кого-то и работать с Кличко, а не приказать. Да и с Януковичем надо как-то связаться. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. Более того, в записи есть момент, где Нуланд выказывает недовольство пассивной, по ее мнению, позиции ЕС. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Она буквально сказала, что надо выебать Евросоюз за пассивность. Это говорит, что нет выстроенной западной вертикали, где все происходит по указке сверху. Тут нужно договариваться. Затем не забывайте, что именно соратник Януковича, олигарх Злачевский, подкупил Байдена, а не наоборот. А чтобы поменять генпрокурора Шокина, преследовался мотив не захвата власти в стране, а максимально шкурный интерес Байдена – спасти репутацию своей семьи. А инструмент выступил совсем нехилый – шантаж в $1 миллиард. Байден не просто приказал «этого убери, он мне не нрав». Такие отношения уж точно нельзя назвать отношениями между королем и подданным. Да и Порошенко открыто высказал свое недовольство. Despite of the fact that we didn't have any corruption charges, we don't have any information about he doing something wrong, I especially ask him to resign. И, кстати, знаете, что сделал новый прокурор Луценко? Возбудил другое дело на владельца Бурисмы Злачевского. Опять не похоже на поведение покорного слуги Запада. Кстати, я предполагаю, что после того, как в конечном счете протекторат Хантера Байдена не помог, владельцы Бурисмы установили редирект сайта burisma.com на BestRight.us, публично заявляя, что их неплохо так прокатили. Про постоянную борьбу украинской генпрокуратуры и антикоррупционного бюро вы помните, там, где МВФ грозило лишением финансирования, если Сытника попробуют сместить с поста. Кстати, сопротивление со стороны украинской власти есть и в другом антикоррупционном НКО. Уже 2 года власти не могут утвердить прокурора в специализированной антикоррупционной прокуратуре, чем вызывают недовольство Вашингтона. И еще раз, здесь нет хороших и плохих. И тем, кто не знаком с нашим каналом, посмотрите остальные видео, где много про российскую систему управления.
Мы здесь разбирали исключительно влияние США на Украину. Понятно, что там есть еще огромное влияние России. Президент Янукович сбежал, к нам и сидит до сих пор. Вероятно, все имена, которые вы услышали в этом ролике, повязаны в коррупции и преследуют свои властолюбивые интересы. Политика – дело грязное. Но даже в этой грязи с кредитами, коррупцией, олигархами и шантажом не было ничего, что угрожало бы существованию российского народа. Поэтому, когда вам в следующий раз будут говорить о том, что марионетки Запада планируют геноцид россиян, то это значит следующее. Наше влияние на территории X начало ослабевать, нам это не нравится, потому что мы теряем деньги и власть. А является ли это политическое ослабление влияния на другое государство достаточным основанием, чтобы на кон поставить свою жизнь, решает уже каждый самостоятельно. Вы знаете, кому отправить это видео и как создать активность в комментариях. Увидимся на следующей встрече. Yeah.